Вот и новый день. Ладейное поле днем. А я стартую в Вытегру. Вон там корабли, конечно, проплывают. Красивые. Еду в Вытегру, музей подводных лодок. Вот этот мостик с близкого расстояния. Конечно, величественная штука. Большая, короче, у него центр поднимается. Вот я доехал уже до чего-то интересного. Это Верхнесвирская ГЭС. Такая вот она. На мосту стоят запрещено. Не слишком-то и хочется. Такие вот тут шлюзы. Красота. Так, что-то милиционер идет. Нельзя тут снимать. Меня прогнали с моста, тут типа нельзя стоять. Но, конечно, фото я успел сделать. Конечно, штука здоровущая. Воды там, конечно, охренеть сколько. Уже можно и GoPro-шку доставать. Но я наконец-то решил достать GoPro. Потому что надо же что-то заснять. Камеру купил, а снимать что-то так чуть-чуть лень. Поэтому сейчас попробую подзаснять. Я в направлении на Вытегру. После Свири на Вытегру. Лес, кстати, такой же самый, как у нас, особо не отличается. Сейчас проверим, что все закреплено. Все закреплено, в принципе. Так, настроим одно зеркало, чтобы отображало мою кукуку, чтобы я камеру видел. Ну что, можно ехать. Первая съемка на GoPro. Виды уже пошли более-менее снимабельные. Попробую хотя бы 100 метров проеду. Пробую снимать с такого ракурса.
доехал до Онежского озера. Вот оно, красиво вдалеке. Сейчас на GoPro попробую заснять. Блин, что-то она выключается сама. Вот, блин, что за хрень? От вибрации или что? Заставить GoPro работать, к сожалению, от вибрации она, как это сказать, просто уходит в ошибку, что она теряет связь. Ну, вообще, короче, пока батарейку не доставишь, не возвращается к работе. Ну что, пробуем. Не так пошло, ну все нахер, меня это же бесит. Глядишь, может, блин, ну конечно трясет ее, ну ладно. Надо будет найти какой-нибудь кусок резины подложить, потому что оно еле-еле держится. Дорога какая. Камера ушла, я так понимаю. Да. И главное, в комплекте же шло вот эта вот резинка специальная. Я ее не взял с собой. Просто не взял. Попробую. Вижу кусок камеры, возьму, отрежу. Поснимал я. Вот такая вот дорога пошла дальше. Короче, понятно, на такой дороге надо ехать. Не, ну сколько мне так ехать? Сколько придется проехать. В принципе, Bajaj ездит хорошо. Но мне, блин, вот неудобно, что у меня одно на айфоне запускается, карта у меня вообще на этом, на Xiaomi. В итоге непонятно, как ехать. И GoPro запускается. В общем, сегодня так, а вечерком надо это все дело заставить работать нормально. И, в принципе, а я, скорее всего, так и буду ехать всю дорогу. Не, ну можно чуть быстрее, можно. Я не понимаю, что с камерой. Не, ну камера, по крайней мере, держится, значит можно. А, сползает. Ладненько. Не, оно даже это место и покруче, чем дуга. Найду кусок резины где-нибудь. Сделаю подставочку, или у меня есть с собой. Есть кусок резины? Скорее всего, нет. Есть латка только, но она может не хватить. Ладненько, чтобы понятнее все. Дорога вот такая вот. Блять! Что, выключилось, что ли? Не, работает. Извините. Закончил снимать на GoPro. Конечно, ситуация опасная, что я
Думал, уже буду лететь по асфальту, а тут грунтовка. Сколько она будет, вообще непонятно. Вот это я заехал. Конечно, да. А бензин у меня буквально чуть выше красной зоны. То есть где-то литра 4 осталось. Где-то на 100 километров, я думаю, хватит. Но это на 100 километров на нормальном асфальте. Как здесь, вообще не знаю, как себя поведет. Сейчас будет серьезное испытание для мотоцикла. GoPro себе показала, конечно, с хорошей стороны, когда я нашел хорошее место. Но надо быть очень внимательным, ехать, найти кусок резины и вырезать еще одну прокладочку. И все. Вот так вот. Ну что, погнал я. Конечно, дорога, охренеть. Я вообще не ожидал. Здесь, короче, и фуры ходят, и машины. То есть вообще чисто российская тема. Такие вот дела. Слава богу, выехал. Либо основной враг. В годы Великой Отечественной войны в период 49 проходил при обороны армии, находившейся в финской армии в стране. Открытие памятника здесь было установлено в 1969 году, 25-летие снятия Оштинской обороны. Проведена реконструкция. И что я вижу? Я вижу заправочку, а я так волновался из-за бенза. Все, валим дальше, на всех парах. Короче, на той же заправке танк увидел, а танк оказался не настоящий, то есть он самодельный. Даже не знаю, что в нем может... Не, он весь самодельный. Ну да. Жаль, жаль, но все равно красиво, красиво. Я ебанат заправил, блин, под самое горло, теперь бензин вытекает. Ничего делать не могу. Короче, я остановился поесть. 450 рублей. Ну или 30 рублей белорусских. Первое, второе, третье. Салат, булка. Блин, вот не смотрю на танк, я не могу понять, он... настоящий или не настоящий? Вот танк. Не, ну очень тонко. Или он все-таки это танк? Не, скорее всего, это реплика. Ну что у нас? Танк Т-26. Понятно. Для просмотра о создании данной модели специальная мастерская машины Победы. То есть это именно, ну, воссоздание, короче, это модель. Понятненько. Так, ключи я, конечно же, оставил. Нет, ключи с собой. Пушечка. Скорее всего, такими воевали мелкими. Ну, это тоже пушечка какая-то, мне половину барахла не хватает. Это все модель, а что не настоящие? 45-мм противотанковая пушка 50-43К. 53К. Это что такое? Зенитный... Отечественная зенитная пулеметная установка калибра 7,62. Прикольно. Самолет. Самолет вот настоящий. Это я верю. Находится на территории комплекса «Рубеж». И-16. Советский одномоторный истребитель. Один из первых серийных истребителей монопланов, собирающихся в полете шасси. 30-й был основным истребителем ВССР до начала 1942 года. Вооружение пушка для просмотра видеоролика. Пушка, короче. Самолет, собирающийся шасси. Основной самолет. Ага. Причем понятно, как оно есть. Вот как оно. Не, ну интересный самолет. Мне тут еще в музей предложили сходить. Но я смотрю, что я могу и не дождаться. С другой стороны, я что, куда-то тороплюсь? Вроде бы нет. Решил я... Скорее всего, я останусь в Вытегре. А я на подводную лодку хочу успеть. Ё-моё. Ай-яй-яй. Не, ну подводная лодка важнее. Ладно, музей музеем. Так оно, в принципе, с большего понятно все. Не, ну самолет огонь. А подводную лодку это еще надо найти. Все-таки я попал в музей, а это музей. Ну, в принципе, есть что посмотреть. Вот слайд-шоу фоток, что я там увидел.
Ну а я поеду дальше. Музей подводной лодки. Моя цель на сегодня — музей подводной лодки. Такие в Нижней Водлице интересные домики. Такие вот высокие какие-то. Причем их очень много, и они такие вот полузаброшенные. В такой полузаброшенной деревне меняются столбы, дорога новая, асфальт, еще тротуары, бордюры делают. Ну, это чисто российская тема. В Беларуси такого нет. Ну, хоть так. Деревня просто музей какой-то. Здесь такие дома интересные. Прям вот это да. И там вон видны такие вот необычные дома. Ну ладно, я в принципе еду дальше. Ну домики тут, конечно, такие еще заброшенные всякие. Всех сортов просто. Я в шоке. Река Мегра. Какая красота. Какие здесь реки просто здоровые. Фирменные домики этой местности. Ну, конечно, да, здоровая река. И опять автобан пошел. То есть дорога закончилась. Была опять такая тяжелая грунтовка. А сейчас автобан снова. Но мост не реконструировали, я смотрю. То есть мост остался старый, запэцканный. Но все равно Мегра, река так река. Вот какой вид открывается. Полтога. Недалеко от Вытегры. То есть там прям обзорность, наверное, километров на 100 видно. Есть такие вот горы. Это я уже чуть-чуть даже подспустился. А так, тут да, конечно, такие перепады высот, такие, блин, ну вот прям то, что я люблю. Красота. Типичные домики заброшенные здесь. Причем они такие вот высокие, у них подпол, подвал. И они еще на бок кренятся. Всегда, почти. Снова ремонт дороги. Автобан закончился. Так по такой дороге приходится ехать. Я просто удивлен. Там такой дальше автобан. И здесь, значит, автобан строится. Но по факту дальше... Ну, то есть раньше здесь была дорога очень хуже, чем сейчас. Я доехал до Вытегры. И вот тут какой шлюз. Это какой-то Волгодонский или как там. Короче, какой-то канал. Ух, как тут классно. Вот это я понимаю. Высотень. Офигеть. Красиво. Красота. Какой канал. Тут типа слева нельзя проходить. Ну ладно. Как-нибудь так. То есть там еще вон какой уровень воды стоит. Реально трехэтажный дом. Как страшно. Класс. Наконец-то доехал до музея подводной лодки. Сейчас пойду смотреть. Это типа тут речной вокзал такой бывший. И туда тоже потом схожу. Не, ну нормальная такая подводная лодочка. Я так понимаю, это считается еще маленькая. Речная. Так, конечно, да. Да. Пойду смотреть внутри. Какая подлодка, но пахнет соляркой. Прям капец. Ё-моё. О, туалет. Понятно, ё-моё. Что это вот за покрытие? Акустическое, либо что это вот на стенках? Типа как шпаклевка. Офигеть. Это что? Штурманский прибор, показывает пройденный курс. А, рубка штурмана. Рубка. Прикольное слово. О, господи, уже второй раз стыкуюсь головой. Автоматический радиопеленгатор. Понятно. До 92-го года или какого она там ездила? Офигеть. Прямо около двигателя койка стоит. С обыкновенным этим армейским матрасом. Охренеть, тут еще спали. Ого, там еще внизу всякого барахла. Это, видимо, форма одежды номер 0. Понятно, это какой-то еще электрокомпрессор. Левый борт. Охренеть. Место, где спали в подводной лодке. А вот торпеды, еще торпеды. Всем торпед. И, в принципе, уже конец. Ого, какая штучка. Офигеть.
Не, ну в принципе, еще такой-то спасательный. Красиво, красиво, красиво. А тут компрессор, а там дальше двигатель. Нормальная подводная лодочка. Подводная лодочка сверху. Офигеть. Да. Красота. А это Вытегра, это речной вокзал. Такой тут причал. В общем, красота. А это канал. Все равно красиво. Вот такая здесь. С камерами, с колесами. Все как положено. Красиво. Вот гостиничек, в который заселился. Вот так вот это Вытегра. Пойду по Вытегре гулять. Так, иду на корабли. Кораблики. Вытегра. Отель там. А вот и кораблики. Какой тут старенький. Тот поновее. Но одинаковой модели. Вообще здоровущий. Такое тут здание стоит. Двухэтажный барак. Да, вот это, конечно, бандура такая. Угу. Нормально так. Какая чайка. Ты что, из гнезда выпала или что? Такой вот мостик. Там какой-то парк. Гидроэлектростанция вблизи. И меня заедают комары. У меня целых 2 баллончика с собой от комаров. Я так боялся, что меня будут есть. И в итоге я его с собой не взял. А здесь они уже пошли и жрут меня. Вот он канал. Глубина. Он едет, охренеть. Прям в фильме ужасов. Красота. Пойду как-нибудь еще похожу где-нибудь. 5 месяцев я готовился к этому путешествию. Делал мотоцикл, кастомизировал, заказывал всякую хрень с Алиэкспресса, везде волновался, покупал лишнее, чтобы оказаться в этом поле с бурьяном. Ой, ладно, пойду хоть на пляж, посмотрю, что там происходит. И вот он пляж местного города. Дальше я уже не пойду, в принципе. Мне с большего смысл понятен. Вон там стоит лодка, на которой я гулял. Так фотоаппаратом не воспользовался. Ну ладно, здесь как бы не такие дальние виды, чтобы как-то что-то фотографии делать специальные. В принципе, красота. Музей стоит 270 рублей. Подводной лодки. Кстати, еще одно наблюдение за Вытегрой. Полгорода находится на такой вот косе. То есть там вот такое вот углубление вниз. Там тоже такое самое. То есть оно вот так все идет. То есть поэтому здесь как бы и получилось сделать водохранилище. Потому что здесь вот такая вот впадинка. Ну, а я на сегодня уже буду заканчивать. Вон там вот за поворотом моя гостиница. Вот такая вот она Вытегра. Местами, конечно, разваленная в край. Ну, как обычный провинциальный город российский. Где-то что-то подделано, где-то что-то всрато в самое говно. Но есть и много старого интересного. Таких вот древних зданий. Это вообще храм. Он сейчас Дом культуры. В общем, такая красота. Вон мост, вон там эти вот кораблики, которых не видно. Ну, как-то так.